В этом видеоролике делаем антицеллюлитный массаж на заднюю поверхность бедра. Это то место, на котором человек сидит, и то место, которое одно из самых проблемных. Использовать для массажа я буду новое масло для меня. Это масло от фирмы Aspa. Их мне прислала компания Black Orchid. Ссылку оставлю в описании. Протестируем масло и в конце ролика вам скажу, как оно себя повело. Поехали! Этот ролик ознакомительный, но если вы хотите более детально углубиться в тему антицеллюлитного массажа, то по ссылке в описании сможете присоединиться к моим видеокурсам и изучить тему антицеллюлитного массажа более детально. Итак, я начинаю распределять масло приемами поглаживания, затем делаю выжимание, лимфодренажные движения, после чего растираю кожу по бедру и ягодицы. Растирания достаточно интенсивные, их задача разогреть кожу, усилить микроциркуляцию для того, чтобы в дальнейшем мы могли интенсивными приемами воздействовать на кожу, не травмируя ее. Растирания могут быть плоскостными, могут быть гребнеобразными для особо терпеливых людей. Важно, чтобы они тщательно разогрели кожу, повысили ее температуру. Может проявляться гиперемия, это будет свидетельствовать о том, что спящие капилляры просыпаются и приток крови к поверхностным тканям кожи усиливается. После растирания переходим к приему разминания. Эти приемы делаются уже более интенсивно, более глубоко и воздействуют не только на кожу, но и на подкожно-жировую клетчатку. И этот прием в антицеллюлитном массаже является одним из самых основных. Около 60% всех движений будут приемы разминания. В данном случае я выполнил прием S-образное разминание продольное. После чего поглаживаю и перехожу к S-образному разминанию поперечному, двигаюсь от кушетки к себе и от себя к кушетке, такой змейкообразной схемой. Прохожу каждым приемом примерно на 3-5 повторов и чередую с выжиманиями или с глубокими поглаживаниями, что в принципе одно и то же. Массаж достаточно интенсивный, поэтому имейте в виду, что силы физические ваши на него потребуются. После выполнения S-образного поперечного выполняю перекрещивание. Сначала свожу кожную складку и затем ее растягиваю. Этот прием также глубоко воздействует на кожу и подкожно-жировую клетчатку, улучшает ее эластичность. Как и все приемы разминания воздействуют на эластичность кожи, на улучшение ее растяжимости и сокращения. Следующий прием — змейка. Подушками пальцев я захватываю кожную складку и также на нее воздействую уже в поперечной плоскости, захватываю и защипываю ее. Этот прием также выполняется на ягодице и на верхней трети бедра. Чередуем все с поглаживанием, дренажем, выводим лишнюю жидкость, и следующий прием идет гребнеобразное разминание. Одно из самых интенсивных приемов разминания. Средними фалангами пальцев, костяшками выполняем кругообразные движения. Этот прием также воздействует на подкожно-жировую клетчатку и на кожу и улучшает ее эластичность. Обязательно все чередуем с выжиманиями. Выжимание — это лимфодренажное движение. Далее на ягодицу можно выполнить некоторый акцент и выполнить такие возвышающие приемы разминания, как бы подтягивая кожу и подкожно-жировую к крестцу. Таким образом мы будем противодействовать гравитационному тазу, который ягодицу оттягивает вниз, и кожа следует за ней. Поэтому этот прием будет хорошо создавать лифтинг-эффект на ягодице. Поглаживаем и также выполняем тонизирующее движение, которое называется вибрацией. Поколачивание выполняем также в направлении крестца на возвышение воздействуя. Прием пощипывания, он помогает стонизировать кожу, вызывает раздражение на коже и таким образом стимулирует тонус, повышает тонус кожи и, как следствие, ее упругость и эластичность.
После выполнения массажа на внешней поверхности бедра и ягодицы переходим на внутреннюю поверхность бедра. Здесь алгоритм движения будет аналогичный, то есть для начала мы выполняем приемы поглаживания и выжимания. Выжимаем все строго к паховым лимфоузлам. Работаем достаточно интенсивно, но аккуратно. Внутренняя поверхность бедра очень чувствительная, и у некоторых людей могут появиться гематомы. А этого нам не нужно. Следующий прием идет разминание подушками большого пальца. Затем мы выполняем растирание. Аналогично, как и по внешней поверхности бедра мы делали. И после того, как мы выполнили интенсивные растирания, переходим на разминание. Здесь аналогично той же схеме. Сначала выполняем продольные S-образные разминания, проходим внутреннюю поверхность, вниз и вверх, затем заднюю поверхность бедра. Здесь одна из самых проблемных зон, потому что человек на ней сидит и чаще всего целлюлит там проявляется. И возвращаемся снова на внутреннюю поверхность бедра. Подколенные ямки не трогаем ни в коем случае. Также обращаем внимание на сосудное состояние кожи. Затем выполняем выжимание и переходим к поперечному разминанию и двигаемся S-образно также, только от себя и к себе. Эти приемы, как я уже сказал ранее, воздействуют на эластичность кожи, делают ее более упругой и эластичной и занимают 60% всего антицеллюлитного массажа. Следующий прием перекрещивания, так же как по внешней поверхности бедра мы работаем по задней и внутренней поверхности бедра. И здесь при перекрещивании можно хорошо посмотреть, как проявляется у нас эффект апельсиновой корки. Тот самый, который женщинам и не нравится. После перекрещивания переходим снова на подушечки большого пальца. И здесь стараемся посильнее вкручивать большие пальцы в заднюю поверхность бедра, воздействуя интенсивнее, воздействуя более глубоко. Как я уже сказал, еще раз повторюсь, эта зона одна из самых проблемных. Затем идут выжимания. Выжимание выполняем к внутренней поверхности бедра и выполняем гребнеобразное разминание по внутренней и по задней поверхности бедра. Но с этим приемом очень аккуратно работаем по внутренней поверхности бедра, потому что он глубокий и, как я сказал ранее, может вызвать гематомы, может вызвать синяки, а этого нам, конечно же, не нужно. Вот такой небольшой фрагмент антицеллюлитного массажа вы могли посмотреть. Итак, друзья, не буду нахваливать это масло, но в целом оно мне понравилось. Достаточно легкое, текстура хорошая, не сильно жирная, руки, то есть от нее смывается на один раз. И здесь у них вот в этом наборчике, который мне отправили, целый комплект масел. Я использовал масло манго. Но здесь также есть у нас масло вино, массажное масло. Производитель пишет, что оно все на натуральных компонентах. Пачули для тонизирующего массажа будет хорошо. Нежный пион, ну, тут на любителя. И сандал. Вот такой вот комплект пробников мне отправили. Я попробовал только манго, остальные попробую уже в процессе работы. Ну и также здесь есть некоторые скрабы у них. Ну, весь ассортимент вы можете посмотреть на сайте. Тоже манговый скраб. Кстати, манговое масло для меня достаточно редкое. Я его первый раз пробовал, тестировал. Вино, опять же. Короче, по всем маслам у них есть еще и скрабы. Облепиха. И вино тоже какое-то непонятное. И здесь алоэ. Вот. Ссылку оставлю в описании. Попробуйте. Может быть, вам тоже оно зайдет. Я протестирую. Если понравится, буду использовать в своей практике. Благодарю за просмотр. Ссылочки на масла в описании, ссылочки на мои видеокурсы вы тоже можете найти в описании. Переходите, присоединяйтесь к курсам. Буду всех рад видеть, буду со всеми на связи и пока-пока.